Всем героям большой-большой привет! С вами снова Импреза, и сегодня у нас в обзоре Споромант. Выбил я его с 7 или 8 крутки в недавнем событии, которое у нас было, и потестировал его, попытался, по крайней мере, попробовал его погонять в разных режимах, и сейчас поделюсь с вами своим первым впечатлением, какими-то мыслями по поводу этого героя. И сразу скажу, что вообще первое впечатление, оно такое немножко туманное о нем. То есть обычно у нас герои, которых мы используем, там в принципе есть какие-то такие очевидные вещи, которые можно понять. То есть есть герои, которые нуждаются в области, есть которые, например, в перезарядке, кто-то в длительности, ну и так далее. Соответственно, кто-то там в кровотечении нуждается. Ну, в принципе, суть вы поняли. Здесь же я вот пытался понять, что ему нужно, и так пробовал, и такие камни, и такие шмотки, и такие там книжки ему пытался выбрать. И, в принципе, все сводится к тому, что этот герой очень сильно нуждается именно в уроне. То есть, если взять книгу области, то каких-то там глобальных влияний изменений вы особо не почувствуете, если мы будем говорить именно конкретно про оружие этого героя, именно про его палку. Если взять книжку перезарядки, то да, тут в принципе есть в этом смысл, особенно если мы, допустим, до капа не дотягиваем и книжка перезарядки для нас актуальна, то тогда да. В принципе, в этом есть логика, есть определенная доля смысла. Вот. Если мы с вами говорим про книгу удвоения, то здесь, в принципе, тоже разницы я никакой не замечаю, потому что есть определенная техника боя, скажем так, техника атаки у этого героя, и, в принципе, вот если мы берем с вами книгу удвоения, то у нас количество снарядов, именно выстреливающих из его палки, скажем так, да, оно не увеличивается абсолютно. Но, если мы с вами зайдем вот сюда, то мы с вами увидим, что здесь у нас идет упор и уклон именно на магический урон. То есть не зря мы с вами, да, разбираем обзоры вот так вот, разбираем героев, извиняюсь, вот так вот детально, и неспроста вот я вот по вот этому списку пробегаюсь предварительно и смотрю, что же ему нужно. Здесь у нас сразу же 10 и 30 уровень, в сумме плюс 200% урона к магическим повреждениям. Для себя сразу, оп, галочку поставили. То есть уклон у нас идет именно на урон. Также нам добавляется здоровье в виде 100 очков, то есть это небольшая такая прибавка к живучести. Все герои у нас снова получают процент урона к магическим повреждениям. И тут вот так вот как бы невзначай такая небольшая подсказка о том, что же, какие же книжки в принципе нам еще могут помочь и что же брать. Это длительность эффектов. Но сразу скажу, что длительность эффектов я также старался к нему применять. Вообще, в принципе, ее пробовать. Думал, может быть, там грибы будут как-то больше живучие, которые вот вырастают из земли, вот которые вот он оставляет. Вообще, кстати, интересная, в принципе, механика атаки прям необычно разбавляет всех остальных героев, и, в принципе, можно здесь поиграться, посмотреть все это, поизучать. Ну, достаточно интересный вот персонаж в этом плане. Но с книжкой длительности я не заметил того, что грибы, они, в принципе, на поле боя у нас остаются дольше. То есть тут как бы не совсем это понятно, как это применять и как это использовать. Дальше 70 уровень. Снова у нас идет увеличение урона магическим повреждениям. Все герои, разделяющие фракцию, тоже у нас под эту раздачу попадают в этом же направлении. 120 уровень. Снова опять урон. То есть урон и еще раз урон. Много урона не бывает. И
вот этот герой, это, в принципе, ну, такое пассивное доказательство тому, что это действительно является истиной. И что могу сказать? Если у вас на вашем аккаунте мало урона, ну вот как у меня, например, я не могу сказать, что у меня его много. Показатель моего урона где-то вот, ну, ниже середины, скажем так. То есть на это влияет куча неоткрытых кузнец, неоткрытые персонажи, плюс глобальных, не глобальных, ну да, плюс глобальных усилений не хватает и героических талантов. Вот героические таланты тоже, они прям очень-очень сильно сказываются в этом плане. Поэтому, если у вас что-то примерно такое же, как и у меня, и может быть даже хуже, ну, скорее всего, это так и есть, потому что в основном эти руководства, эти обзоры смотрят игроки, которые только-только начинают играть. Вот, может быть, у вас выше урон, и вам будет интересно попробовать все это дело использовать, как-то потестировать, то, в принципе, для вас этот персонаж, может быть, будет актуален потом, попозже, когда урон у вас станет больше. Вот. И что же здесь у нас с вами в скиллах? В скиллах у нас есть пара интересных моментов, которые стоит подсветить. Итак, первый скилл у нас идет грибное нашествие. То есть каждые 2 секунды спаромант у нас выстреливает во врагов 4 дротика. После небольшой задержки в месте попадания дротика вырастает неподвижный гриб. Каждую секунду гриб у нас испускает волны спор, наносящие врагам 140% урона. Вот эти волны, если мы с вами берем книгу области, то они шире не становятся. Я очень пытался себя убедить в том, что меня обманывают глаза, и что это неправда, что вот в принципе область, книга области, она есть книга области, которая будет влиять на большинство скиллов из героев, то здесь я этого не заметил, к сожалению. Было бы, конечно, интересно, если бы это было так. И очень жаль, что тяжело протестировать это все в пробном режиме. Там тоже я достаточно долго с этим всем ковырялся, чтобы понять, что к чему. Вот, и, соответственно, ну, пока что так. Пока что я сделал вывод о том, что область, она не влияет абсолютно на волны, которые спускают эти грибы. Да, сами снаряды, они становятся больше, которые летят в мобов, но есть ли от этого какой-то толк? Если моб на пути снаряда он попадется, то в принципе в любом случае он этого наказания в виде попадания дротика в него, он этого не избежит. То есть тут как бы получается такое немножко непонятное вообще в принципе применение какой-либо книги именно конкретно к этому герою. То есть мы четко с вами можем сказать, что да, урон, он будет в приоритете для этого героя, а все остальное, в принципе, ну, по сути, оно и не имеет значения, что вы возьмете. Ну, может быть, второстепенно будет влиять длительность эффектов, но это, в принципе, как бы тяжело проверить. Дальше стоит отметить эволюцию. Если у нас эволюция есть, и мы смогли прокачать с вами кузницу, туда мы с вами еще обязательно заглянем и зайдем. Если она у нас есть, то, в принципе, у вас должно быть какое-либо понимание о том, что стоит эту область брать, например, или не стоит. Вот, и вот опять же, вот тяжело проверить, потому что у меня в кузнице там по нулям ничего нет. Ну, в принципе, понимание того, как работает у него Эва, оно есть, потому что в пробном режиме там это все запускается, и все это можно посмотреть. Потому что герой выкатывается в пробнике на максимальных настройках. Дальше. Споровая мгла. Каждые 4 секунды спаромант спускает вокруг себя волны дыма. Каждая волна наносит врагам 480% урона. Грибы в радиусе действия дыма усиливаются, и их урон увеличивается на 120%. Вот кто-то в чате, в Телеграме
четко прям подметил, что в принципе этот персонаж интересен тем, что вот этот скилл, он у нас имеет два значения, которые увеличиваются. То есть мы можем с вами увеличивать и урон от волны, которая спускается у нас из самого героя, и также увеличивается урон самих грибов, которые у нас вот главные такие вот участники атаки, скажем так. И, соответственно, чем выше этот показатель, тем нам становится легче. Тут цифры вот снова просто невероятные какие-то на самом деле. Больше, чем в 12-13 раз у нас этот показатель с вами вырастает. Вот, и, соответственно, это не должно остаться без внимания. Если у нас есть возможность похвастаться огромным количеством уроном, то нам это будет только в плюс. И здорово было бы его попробовать, конечно, прокачать, но пока что я этого не буду делать. Ну, для меня, по крайней мере, для моего профиля это бессмысленно. Вот если, допустим, у меня урона там будет около, ну, не знаю, даже цифры такие, ну, хотя бы в 2 раза больше, то, в принципе, да, в принципе, уже будет интересно играть за него. Может быть, это и в хард-арене стоит его попробовать однозначно. И такой режим, как подземелье. Также, вот не могу сказать про кошмар, потому что кошмар мы с вами берем именно тем, что, ну, большая часть, да, берут кошмар тем, что мы с вами играем там от замедления, оглушения, заморозки и так далее. Но здесь у него этого всего нет. И чтобы за этого героя корректно, там, правильно и комфортно чувствовать себя в кошмаре, особенно на высших уровнях, здесь опять же нужно обладать огромным количеством урона. То есть мы с вами будем брать уровни именно уроном, не выживаемостью, потому что там это все не прокатит. Так, и что же здесь у нас именно в ульте? Все убийства заполняют шкалу, что является, в принципе, очень таким приятным бонусом. При полном заполнении все грибы на 10 секунд вырастают. Время между их волнами уменьшается на 10%, а их рост ускоряется на 50%. Ну, выросли грибы, ну да, есть в этом толк, но как бы от того, что они стали больше, в принципе, от этого толку нет. Но здесь-то речь идет о другом. Здесь речь идет о том, что у нас идет сокращение времени между как раз вот этими, между вот атакой вот этих волн, да, которые у нас выходят из этих грибов. И чем больше у нас уровень, тем, соответственно, меньше у нас время на вот эту перезарядку. И если на базовом этапе у нас на начальном уровне этот показатель составляет 10%, то в пиковой его мощности у нас, соответственно, будет этот показатель равен 70%. Обычно, когда рассматриваем скиллы, от себя я делаю какие-то вот такие вот пояснения, что вот стоит, не стоит, под большим вопросом, ну, я имею в виду прокачивать скиллы, нужно это или не нужно, там, или нужно где-то остановиться в какой-то момент. Здесь, я думаю, что оно того стоит в любом случае, потому что персонаж заточен на урон, надо пробовать, надо тестировать, и пока что каких-то прям вот толковых мыслей по нему определенных каких особо нет, поэтому тут, ребят, только проверять. Только проверять, только изучать. Ну, я думаю, что в этом герое вы не разочаруетесь, это прям 100%. Потому что рано или поздно, в какой-то из определенных моментов, когда ваш аккаунт достигнет чего-либо, этот герой, он должен заиграть. У меня в свое время это произошло с чернокнижником. Не самый такой очевидный выбор, не самый популярный герой, но
я считаю для себя его достаточно неплохим, потому что он очень сильно мне помог в прохождении кошмара. Очень прям я его, можно сказать, зауважал, потому что он там играет от замедления, и у него очень-очень много урона на самом деле. То есть, если, допустим, сравнивать его с темным паладином, это вот такие вот два прям противостояния между собой. Не противостояние, противопоставление, извиняюсь. Вот, то есть, например, чернокнижник, он берет уровни уроном, ну это если кратко. Темный паладин, он берет уровни именно выживаемостью, то есть он заморозил и побежал дальше, не дал до себя дотронуться, не дал нанести себе урон от мобов. А вот этот дядька Мухомор, он в принципе что-то вот похожее на чернокнижника, как у меня это было в свое время, но только нужно больше и больше и больше и больше сил, средств, времени на то, чтобы он заиграл. Теперь давайте с вами перейдем куда? Перейдем в кузницу, посмотрим, что у нас здесь. Итак, наилучшая комбинация у нас идет, естественно, с книгой урона. И вот здесь у нас вот фигурирует книга области. И вот опять повторюсь, я этого не заметил. Возможно, именно в Эво это будет ощущаться. Ну вот пока что нет. Ну не чувствую я и не понимаю, зачем это нужно. Ну и книжку перезарядки я тоже комментировать второй раз не буду за обзор, потому что, в принципе, тут все понятно. Если кап есть, то мы с вами это учитываем, и понятное дело, что мы книжку эту брать не будем, если наш аккаунт уже достаточно силен, и там кто-то с камнями достиг этого капа, кто-то и без камней уже, в принципе, с этим всем справляется. Поэтому тут все зависит именно от самого режима. Я думаю, все это прекрасно понимают. И что же здесь у нас в кузнице? Здесь у нас, в принципе, и весело, и грустно на самом деле. На первом уровне у нас есть выбор. Либо мы увеличиваем с вами максимальное количество волн, которые будут у нас испускать грибы, на 10, либо грибным нашествием споромант выстреливает на один больше на один дротик. Здесь бы я поставил, наверное, все-таки левую сторону, потому что волны у нас имеют огромное значение, поэтому тут будем двигаться пока с левой стороны. Это вот пока что предварительно, это не окончательно. В любом случае, я думаю, что у вас на этот счет свое мнение есть. Может быть, вы там свои какие-то пробные тесты делали. Ну, я вижу это так. Соглашаться или нет, решать только вам. И в любом случае, ваш выбор, он будет правильным. Мое мнение, оно просто вот носит как ознакомительный такой характер. Так, здесь у нас либо у грибов в радиусе действия споровой мглы время между волнами уменьшается на 0,2 секунды, либо радиус мглы увеличивается на 50%. Здесь бы я выбрал правую сторону, потому что в принципе ее немножко нам не хватает, а тут вот такой вот подгон в виде того, чтобы увеличить ее на 50%. В принципе, это неплохой показатель, и нам должно стать легче. То есть пока что путь такой: лево, право. Здесь у нас 100 очков здоровья. Нет, не 100 даже, 50 всего лишь. Мало, конечно. 50 очков здоровья у нас здесь прибавляется. Глобальное усиление. Ну, это капля в море. 50 очков это ни о чем. Поэтому глобалка здесь не приоритет. Вот дальше уже начинается интересный момент. Посох спороцвета. Мистический посох, стреляющий взрывными грибами и чинящий хаос среди врагов. И как вам вообще, в принципе, это объяснить? Как это все выглядит? Я не знаю, тут есть возможность это все дело посмотреть? Нет, нельзя. В любом случае, в пробник можете зайти и все это увидеть. То есть выглядит все это так, что от героя у нас появляются такие вот шарики, которые разлетаются в разные стороны, и они как шарики для пинг-понга. Они прямо так делают отскок, прям скачут, и до самых краев экрана они добегают.
И пока вот они скачут, они как раз-таки оставляют волну, с помощью которой, кстати, может быть, заиграет книга области, вот о чем я и хочу и пытаюсь, точнее, сказать. Вот. И вот эти шарики, они на своем пути, в принципе, они все сносят. То есть, если у нас огромное количество урона, то мобы, попадающие под эти шарики, они огребают прям по полной программе. Дальше. Рост мицелия создает 3 штуки вот этих вот грибов в случайных местах, либо рост мицелия применяет эффект споровой мглы всем грибам. Думаю, здесь все-таки, наверное, лучше создать, точнее выбрать левую сторону, но опять же, тут надо это все тестировать. Пока что все это еще непонятно. И, кстати говоря, вот чем-то мне это все напоминает Оракула в какой-то степени. Вот не знаю, было у вас такое чувство, может быть, у вас Оракула нет, но в принципе у меня было впечатление именно таким. Так, ну давайте попробуем традиционно. Долго не будем, потому что уже, конечно, раньше мы с вами бегали в 140-й, но сейчас уже там просто смысла нет, там неинтересно. И, в принципе, это такой режим, который там вот, ну, герой чувствует себя сверхмощным уже. А вот эти вот уровни в подземелье, в принципе, это более-менее такая приятная тема. То есть тут и времени у нас немного, чтобы все это понять и осуществить. Вот. И в то же время его более чем достаточно, чтобы просто посмотреть, как это все выглядит. Итак, давайте будем ставить приоритет на пушку. Вот у нас запускаются вот эти волны уже. Даже бой еще не начался, но я чувствую, сейчас мне тут быстро навтыкают. Так, давайте будем драться как? Сбалансированно или прям полностью на атаку? Но если у нас персонаж, он в принципе на атаку, то я думаю, что нам с вами нужно как-то, каким-то образом его усиливать именно. Вот, конечно, выбор прям не самый лучший. Ну, давайте, ладно, бумеранг будет поинтереснее в любом случае. Так, и вот она, книжка урона. Давайте будем стараться брать уровень именно урона. Играть, в принципе, интересно за него. Ничего такого прям, чего-то прям ужасного я не вижу. Вот прячемся в этом грибном лесу. Сейчас у нас с вами видимость выключена. Правильно говорю, да? Выключена же. Да, выключена. Все время путаю, включена она или не включена. Вот это вот сам именно показатель. Так, ну, если нам рекомендована длительность, давайте возьмем ее. Вот у нас грибы пропали, и все, и начался сыр-бор. Область нам рекомендована также, давайте ее возьмем. Что у нас изменилось? В принципе, ничего не изменилось. Я, по крайней мере, разницы какой-то здесь особо-то и не чувствую. Так, давайте возьмем копье. Раз они до нас добегают, значит, нам надо каким-то образом это все использовать. И вот мы сейчас с вами находимся в этих грибах. Грибы, волны у нас эти прям неплохо так выпускают. И, в принципе, мы с вами вывозим пока что за счет того, что эти самые грибы нас с вами спасают. То есть мы в них стоим, они наносят урон, мобы до них добегают, и, соответственно, все. Соответственно, они их и убивают. Возьмем перезарядку. Перезарядка, кстати, очень хорошо чувствуется именно в Эво. Там стрельба, вот это вот прям шарики вообще, они прям как будто бы без остановки у нас вылетают. Давайте здесь тоже возьмем перезарядку. Ну вот не знаю, есть ли смысл брать область. Я думаю, что нет. Поэтому давайте возьмем еще ледяной посох. Возьмем его еще раз.
То есть вот у нас растут эти грибы, но сами волны-то от этого больше они не становятся. Ну, либо, может быть, я не вижу этого. Ну, как-то это все непонятно. Сейчас, конечно, очень интересно будет. Давайте все-таки до конца доиграем. Сейчас будет очень интересно посмотреть на показатели уровня, как это все вообще будет выглядеть. Показатели нанесенного урона, но что-то мне подсказывает, что именно герой больше всего урона у нас с вами нанесет, нежели питомец. Мне вообще, конечно, очень нравятся герои, которые наносят урона больше, чем питомец. Это о чем-то договорит. Так, ну получилось отстоять без проблем. Ну, видите, чуть-чуть я оказался неправ. Все-таки заяц нанес урона больше. Ну, это говорит о чем? Это говорит о том, что нужно больше урона. То есть его не хватает для того, чтобы этот персонаж полностью заиграл. То есть нужно время, нужна прокачка и урона, ну, хотя бы 7-8 как минимум, чтобы уже хотя бы что-то из этого получилось. То есть это такой вот, в принципе, герой для старичков. Если у вас, допустим, такая ситуация, что вот вы только начали играть, и у вас там еще героев не так уж и много, и получилось так, что вам в предыдущем событии либо повезло, он вам выпал, либо вы купили этого героя. Ничего страшного в этом нет. В любом случае бесполезного героя не бывает. В любом случае нужен будет рано или поздно открытый герой, чтобы забрать у него глобальные усиления, которые нужны в принципе для всего, потому что все это в одну огромную кучу складывается в очень-очень большой показатель мощности. И, соответственно, характеристики вашего профиля, они будут огромными, если у вас будут открыты все персонажи и открыты все глобальные усиления. Вот. Поэтому надо прокачивать, надо открывать кузницу. Он и без кузницы, и без прокачанных скиллов, в принципе, неплохо себя сейчас проявил, а не умер ни разу. Поэтому персонаж, вердикт такой, что персонаж достаточно неплохой и требует очень-очень много времени и средств для того, чтобы он полностью заиграл. Ну, вот такой вот обзор у нас получился. Я думаю, что подсветил, в принципе, все, что только можно было по этому герою. Всем огромное спасибо, кто до конца досмотрел. Всем пока-пока.